Привет всем! У нас сегодня коты, цветы, лебеди и лето. В Каринтии на Сяхерзе у нас лето. Вот видите, иногда бывают дождики, обычно после обеда, после чего опять выходит солнце, погода великолепная, температура градусов 30 днем достигает, вода 27. Ну, в общем, самый-самый-самый озерный рай. Итак, лебедь ходит, это у нас голубь, ходит, проверяет, все ли нормально. Вот. И мы сегодня посмотрим просто, как это происходит ежедневно с лебедями, с котами, с цветами и вообще с вот этим озером. Итак, начинаем. Вот эта публика, то есть это лебедь, которого зовут голубь, про семью которого на канале есть уже несколько роликов. Вот он идет. Его супруга, которую зовут Голубка, и 4 отпрыска, которые уже на самом деле огромные, которые уже монстры, которые в воде просто как ракеты. Вы увидите, что они там вытворяют. И вот эта семейка, она у нас... А раньше они приходили в начале июля, они с утра до вечера торчали у нас. А сейчас они приходят после обеда, ближе к вечеру. А весь день они где-то плавают по территории, туристов много, отдыхающих много. То есть они занимаются шантажом и вымогательством по всей своей территории. А вечером вот приходят к нам. Вот видите, идет отсечь меня, то есть я с камерой перемещаюсь, хотел подойти поближе к птенцам, их снять. Вот этот засек и идет как бы меня немножко отсечь. Подходит рядом и говорит, ну ты особо-то не давай со своей камерой. Вот, периодически крылья сами по себе складываются, вот видите, назад вот так. Это поза такая устрашающая и боевая. То есть на всякий случай говорит, ты, как в Болгарии говорят, внимавай. Ну, тем не менее я подхожу, вот, этот тоже на меня там что-то сказал. Вот они, смотрите, у них уже в районе шеи все вот тут уже белое, а сзади мы потом сверху посмотрим, у них уже оперение, то есть у них появилось оперение. Вот это идет меня отсекать. Ты, говорит, к ним близко не подходи. Вот. То есть подходит и как бы меня отсекает от птенцов. Ну, молодец. Я считаю, что ведет себя абсолютно правильно. А это у нас утки, которые, в общем-то, повторяют все за лебедями. Лебеди их гоняют, но утки тоже в своем праве, они живут здесь в камышах. Их здесь огромное количество, и 3 вида уток, вот эти 3 вида, они все в округе живут. И они все повыводили птенцов. Вот эти большие, возможно, это птенцы. Вот я четко не помню, у них лапки красные должны быть. Если красные лапки, то птенцы. Ну, вот так все идет. Мы направляемся к пирсу. То есть они пощипали травки, они едят в основном траву, иногда они там, сказать, моллюсков со дна собирают. А угощение мы им даем хлеб. Итак, это у нас котик Вилли. Вот. Он лежит, они изволят отдыхать. А папа со своей камерой, естественно, котику мешает. И вот котик недоволен. Вот сразу видно по морде, что он недоволен. Он говорит, я лежал, никого не трогал, тут ты со своей камерой, отстань от меня, пожалуйста. Ну, все, вот. Ну, вот, говорят, ну, ты доволен, говорит, согнал меня с места. Ну, котик далеко не уходит, потому что он на самом деле наблюдает за пушкой. А где-то рядом тут пушка. А Вилли в последнее время очень к ней привязался. Когда она уходит там в поля, куда-то гулять, Вилли тоскует. Он ее ждет и очень радуется, когда она приходит. Ну, он такой вообще котик привязчивый. Вот. И, соответственно, вот эта красавица идет. Вот. Идет на фоне цветов, такой походкой летящей. Вот. Вилечка очень довольна, что она пришла. Вот. Она идет, говорит, чем вы тут занимаетесь? Говорит, кино снимаете, поди. Ну, ладно, говорит, пойду, снимайте. Пушка ходит, у нас произошли изменения на полях, там покосили,
пшеницу убрали, соответственно, поле открытое, и ловить мышей стало гораздо проще. Вот, смотрите, сомневается, я стою с камерой, а там узкий проход, и вот она сомневается, идти или не идти, вот, мучается. Вот знает же, что ничего и не сделают, тем не менее, вот, муки. Нет, не решится сейчас. Вот, уходит, а маленькие, они безбашенные, им все равно. Все, маленькие пошли, но она увидит, что пошли маленькие, ей деваться уже некуда. Соответственно, она тоже идет. Вот. Ну, так. Вся команда, все 6 пернатых, они направляются к нашему пирсу, к пристани. Вот. Тут у них исходная точка для получения лакомства. То есть швейцарские ученые исследовали, хлеб как таковой, как продукт, вообще не вреден птицам. Главное его правильно давать, чтобы он был свежий, тонко нарезанный и в воде, чтобы птица не поперхнулась. Вот. Ну, что ты на меня шипишь? Ну, что ты шипишь на меня? Вот, смотрите, эта гортензия, она должна к этому времени быть красная уже. Наполовину красная, но она стоит в тени гаража, то есть она стоит только рано-рано утром, там солнце. Вот те же самые кусты, купленные в одном и том же питомнике, одинаковые, здесь, видите, они уже полукрасные, полубелые, они стоят на солнечном месте. Вот такая разница. Ну, вот этот шипит, кряхтит. Вот мы смотрим, что происходит. То есть на переднем плане у нас семейка лебедей, на заднем плане там курсируют утки. Вот. И здесь у них разыгрываются, в общем-то, такие сцены конкуренции безжалостной, друг у друга выхватывают, у родителей выхватывают, то есть родители просто остаются в этом плане без угощения, потому что детвора вот это забирает у них все буквально изо рта. Вот эти плавают по периметру, шею вытягивают, но им как бы от этого праздника жизни ничего не достается. Вот. Они от нечего делать гоняют уток, чтобы утки там не подходили. Вот. Плавает, смотрит. А я сижу и думаю, вот у тебя ума хватит меня щипнуть как-нибудь? Нет. Нет, они ко мне настроены нормально, несмотря на камеру. Хотя камера им не очень нравится. К камере они относятся с некоторым подозрением, потому что она к ним приближается. Ну, вот видите. Вот. А там на фоне утки. Уткам периодически тоже что-то даем, но лебеди их за это наказывают. Ну, видите, вот лебедята поплыли и разогнали уток. А эта парочка вот на бешеной скорости назад. Все. Папа, мама остаются на голодном пайке с такой детворой. Ну, это котик. Котик красивый. Он красивый, он спокойный. Вот. Все, папа его окончательно достал. Он говорит, ладно, пойду куда-нибудь под куст лягу. Вилли не очень любит сниматься. Пушка, она вот любит сниматься, а Вилли не очень. Ну, это у нас смотри, вот так. То есть у них уже появилось оперение. Некоторое время назад еще был чистый пух, а сейчас, смотрите, вот у них перья, и там белая граница такая. Вот ниже этой белой границы это уже перья. То есть крылья еще маленькие, конечно, летать еще на таких не могут, они продолжают расти. Но у них вот на хвосте и на крыльях уже пух сменился перьями. Ну что ты шипишь? Пух сменился перьями. Ну, то есть идет процесс, они взрослеют, конечно, на глазах. Если вы посмотрите один из предыдущих роликов, например, там «Возвращение лебедя» по имени Голубь, вот этот ролик посмотрите, сравните размер, а по времени это около месяца. За этот месяц, в общем-то, произошли очень большие изменения. Они по размеру, я думаю, раза в 2 минимум. Они выросли, ну, плюс у них вот она, утку так гоняет. У них идет вот это изменение и в оперении, и в расцветке. Вот так. Ну, то есть, что приятно, детки по виду крепкие, характер у них абсолютно боевой,
И это будут достойные члены лебединого сообщества на озере Осиахер. Зеи. Они нас, честно говоря, за это лето порядком измучили. Ну, что делать? Не прогонять же их. Поэтому мы как-то с ними уже сжились. И даже когда они стали приходить только вечером, вот сейчас они только вечером приходят, мы уже стали по ним скучать. Сейчас просто по берегу много разного интересного. А вот это коты нюхают часы. Это часы такие с боем, с кукушкой, старинные голландские. Они были в квартире в Софии, в нашей софийской квартире, которую мы продали. Это было последнее, что у нас оставалось в Болгарии. Теперь у нас в Болгарии ничего нет, то есть переезд состоялся окончательно бесповоротно. И коты изучают, потому что, видимо, там какие-то совсем другие, не австрийские запахи. И вот они несколько раз подходили и, похоже, так и не могут определиться со своим отношением к этим часам. А я все никак не соберусь их повесить. А вот смотрите, вот это чудо отняли у Пуши, а буквально вынули из рта. К счастью, она его не повредила, то есть мы его посадили потом на куст, на живую изгородь, а минут 15 посидел и улетел. А пришел в себя, улетел. За Пушей надо глаз да глаз. Вот это у нас Гатина. У нас есть еще один дом на озере, который для туристов. И туристам в придачу двое котов. Гатина это соседская, но эта территория как бы ее, она приходит проверять миски. А это Билли, это друг нашего Вилли, это котик, который живет сам. Я не знаю его историю, но он просто в том районе живет сам, его все кормят, его все никто не обижает, но он никому не приходит жить на постоянно. То есть он вот такой котик сам по себе. А сейчас я измерю температуру воды в озере. То есть какая там Адриатика. То есть мы находимся в 1,5 часах езды от Адриатики. Но мы уже, 5 лет не ездили. Какой смысл, когда смотрим, вода 27 градусов. Вода 27, воздух 30, красота неописуемая. И зачем куда-то ездить, скажем так, от добра не ищут. А на этом все. Будет второй выпуск котов, цветов и лебедей. Подпишитесь, пожалуйста, на канал и успехов!